Всем привет! Давненько не виделись, липуны. Ну, это уже у нас как бы в норме считается. Давайте пока перед самой историей Логана я поблагодарю ребят, кто меня поддержал, а заодно и отвечу на вопрос. Дед в лаптях перевел 50 рублей. Спасибо тебе большое. Он спросил: можете рассказать более подробно о лепке и отличии женского лица от мужского? Да, и конечно же попробую. Следующий урок как раз и будет про лицо и голову. Не знаю, смогу ли я как следует разобрать отличие женского от мужского, но по крайней мере попытаюсь. Так, и Импакман уже третий раз меня поддерживает. Конечно же, мне очень приятно, за что большущее тебе спасибо. Ну и теперь к делу. Данную историю я взял целиком и полностью из комикса «Росомаха. Начало». Некоторые моменты я вырезал, что-то полностью, что-то частично, что-то вообще изменил по-своему, так чтобы это было удобнее поместить в рассказ. В общем, ссылку на комикс я оставлю в описании, потому что история действительно интересная и она довольно длинная. Мне даже пришлось разбить видео на две части. В первой будет его детство, а во второй уже то, какие изменения с ним происходили, как менялся его характер и чем, собственно, все это закончилось. Второе видео, скорее всего, выйдет послезавтра. Я уже сейчас сижу и монтирую его. И параллельно с этим еще и монтирую исходники на второй канал. Итак, поехали. История начинается с того, как в поместье Хоулитов приезжает 12-летняя девочка по имени Роза. Дело в том, что у Розы умерли родители. В то время в городе бушевали вспышки гриппа, и нередко случалось такое, что практически вся семья могла просто сгинуть. Единственная родственница Розы, ее тетушка, по знакомству порекомендовала девочку как юную экономку, которая могла бы прекрасно составить компанию, а заодно и присматривать за молодым Джеймсом Хоулитом. Тем более они были одногодки, обоим по 12 лет. Поместье было возведено Хоулитом-старшим, заработавший свое состояние собственными руками на медной руде и сделавший свое имя сам. Это был крайне скверный старик и очень суровый. Также у старика был сын Джон Хоулит, это отец Джеймса, которого старик постоянно критиковал, что бы тот ни делал. Кстати, доставалось им обоим поровну, и сыну, и внуку. Он считал их довольно слабохарактерными людьми, слабыми, и вечно упрекал на то, что ни тот, ни другой не смогут продолжать его дело. Также у Джеймса была мать по имени Элизабет, женщина с очень нелегкой судьбой. Так уж случилось, что после того, как все семейство Хоулитов переехало в поместье, старший сын при случайных событиях погиб. Получается, у 12-летнего Джеймса был старший брат, и он погиб. После чего Элизабет из-за нервного срыва на какое-то время попадает в психиатрическую лечебницу, и, выйдя оттуда, она уже никогда не была прежней. Стала замкнутой и практически никогда не появлялась на людях. Изредка она могла лишь стоять у окна и посматривать в сад. К слову, за этим самым садом присматривал садовник по имени Томас Логан и его сын. Кстати, тоже ровесник Джеймсу, парнишка по имени Док. Непонятно, зачем их держали в поместье, мужчина постоянно пил, со всеми ругался, распускал руки, чем, собственно, показывал дурной пример своему сыну, и, что неудивительно, тот недалеко ушел от своего папаши. Постоянно ходил весь в синяках и царапинах, возможно, отец частенько его избивал. Итак, после того, как мы познакомились со всеми действующими лицами, едем дальше. Почти со всеми. Роза прекрасно сдружилась с Джеймсом. На удивление, это оказался очень робким пареньком, его то и дело доставали разные аллергии и болезни, и нередко случалось такое, что мальчик мог свалиться в кровать на пару недель. Это было вполне обычно. Во всем поместье Роза, Джеймс и Док были единственными детьми. И конечно же, так и так они всегда пересекались в саду. Не сказать, чтобы Док был таким же мерзавцем, как и его отец, и в принципе дети ладили между собой. Хотя иногда мальчишки дрались. Как дрались? Джеймс просто мог наполучать от Дога, и на этом, собственно, все. Но несмотря на это, они считали друг друга в какой-то мере друзьями. Томас Логан, кстати, всегда за это ругал своего сына и говорил,
что эти люди им не ровня, и когда-нибудь все Хоулиты поплатятся за это. Но об этом чуточку позже. И вот во время одной такой прогулки, когда дети веселились возле пруда, то это была уже, конечно же, не редкость, между мальчишками опять возникла ссора. Джеймс подначивал Дога, что тот влюбился в Розу. Ну и тот, недолго думая, просто взял и толкнул Джеймса в воду, отчего он чуть не утонул. Дог кинулся ему на помощь и вытащил бедолагу на берег. Ну, мальчишки есть мальчишки, что с них взять? Глава семейства Джон Хоулит отнесся к этому как к чему-то простому и обыденному, однако старик все это оценил как поступок невиданной наглости. В его бы время этого мальца вместе с юродивым отцом просто выпороли бы до полусмерти и вышвырнули бы вон. Он предупредил Томаса, чтобы тот присматривал за своим отпрыском, иначе они оба окажутся на улице. После этого далеко не самого приятного разговора Дог и Томас отправились в свою лачугу. Парень уже догадывался, что его опять ждет дома, после чего последует очередное нравоучение, и, собственно, он был прав. Вот видишь, я же тебе 100 раз говорил, мы им не ровня. Они никогда не поймут нас, каково это жить в нищете. Однажды до тебя дойдет, и ты еще скажешь мне спасибо. На вот, выпей, это восстановит твои силы. И уже изрядно напившийся Томас протянул ему полупустую бутылку вина. После этого случая Док уже не появлялся в поместье и избегал встречу и с Джеймсом, и с Розой, но время от времени шпионил за ними. Следующая их встреча произошла лишь спустя несколько месяцев во время Рождества. Джон Хоулит был очень добрым человеком, и, как правило, в этот день подарки получали не только родные и близкие, но без внимания не оставались и прислуги. Джеймсу на Рождество подарили щенка, он был безумно рад новому другу. Розе досталось красивое платье. Ну и, конечно же, как не вручить подарок и сорванцу Догу. Казалось, это была первая игрушка в его жизни. Он был настолько рад, что, позабыв обо всем, побежал домой хвалиться отцу. Но тут уже нетрудно догадаться, какая реакция на все это была у Томаса, который буквально пару минут назад вернулся из бара. «Папа, посмотри, мистер Хоулит подарил мне...» «Подарил? Что ты сказал? Надо бы хорошенько выбить из тебя эту дурь». Свою ненависть к семейству Хоулитов он буквально вбивал в своего сына. Он ненавидел их за все богатство, за благополучие, а этот милашка Джон такой размазня, что даже не умеет обращаться со своей женой. Да черт бы их всех побрал. Они не заслужили всего этого, приговаривал Томас. Прошло несколько лет, мальчишки с тех пор так и не виделись. Хотя нередко Роза замечала, как Док по-прежнему продолжает шпионить за ними, и это ее очень сильно пугало. За последние пару лет Док стал таким же черствым, как и его отец. И в конце концов, все опасения были не напрасными. Однажды, когда Джеймс возился со своим псом, Роза прогуливалась в саду, где ее и подстерегал Док. Характер его действий был настолько низким и омерзительным, что буквально повергнуло Розу в шок. Он схватил ее за плечи и стал прижимать к себе. «Почему ты меня бросила? Что ты делаешь, Док, прекрати!» Она отвесила ему смачную пощечину, но это нисколечко его не смутило. Неизвестно, что было бы дальше, если бы Джеймс не увидел всего этого. Он оттолкнул Дога, и между ними завязалась драка, но уже далеко не такая, как это было раньше, в детстве, из-за пустяков. «Я убью тебя!» — кричал Дог. «Она моя! Я убью тебя! Тебе никто не поможет! Ты украл у меня Розу и хочешь получить все на свете!» Верный пес Джеймса, тот самый, которого подарили ему еще на Рождество, вцепился в ногу Дога. «Ты хочешь получить все на свете?» Хотя нет. Все тебе точно не достанется. Он достал нож и перерезал горло собаки. Та взвизгнула и замертво упала. В слезах Джеймс стал прижимать умирающего верного друга к себе, а Док, молча, лишь ухмыльнувшись, развернулся и побежал к себе домой. Вечером того же дня Джон Хоулит приказал вышвырнуть Томаса Логана из поместья.
Мой сын очень опечален поступком Дога. Если бы ты был хорошим отцом, то не допустил бы такого. Логан стал кричать на Джеймса, что тот не имеет права так поступать с ними, и они еще все поплатятся за это. Под эти крики его и выставили за ворота. Ну что ж, видимо, это тот самый день, когда месть совершится. Придя домой, на этот раз он не стал избивать сына. Напротив, он сказал ему, что тот ни в чем не виноват. Эти слабаки Хоулиты сами вынудили так поступить с ними. После чего Томас достает ружье и говорит: «Теперь, как я тебе и обещал, настало время, когда все изменится». При наступлении ночи они прокрались в поместье. Дог знал, что по вечерам Роза обычно прогуливается в саду, и ее необходимо было схватить, ведь она знала, где находятся комнаты Хоулитов, и могла бы их провести без лишнего шума. Зайдя в имение, Томас просит показать ему комнату Элизабет. И тут выясняется, что, оказывается, Логан хорошо знаком с хозяйкой поместья, и он хочет взять ее с собой, а заодно и прихватить все ее деньги, что у той имеются, и убраться из этого места. Во время шумного разговора просыпается и сам хозяин Джон Хоулит. «Что здесь происходит? Что ты тут забыл?» И тут же Джон получает сильный удар прикладом ружья в челюсть, от чего падает на пол. Но он не был напуган, так как привык к пьяным выходкам Логана. «Ты думаешь, что вот так вот просто ограбишь меня и уедешь с деньгами? Да тебя найдут в этот же день, и тогда ты уже будешь отвечать не передо мной, а уже перед законом». На что Логан отвечает ему: «Глупец, зря ты сюда заявился. Теперь следует прикончить тебя, как и ту шавку твоего сынка». Он направляет ружье ему в лицо, и прямо в момент выстрела в комнату заходит Джеймс. Очевидно, он тоже проснулся от всего этого шума. Увидев, что его отец лежит в луже собственной крови, он начинает плакать и кричать. Томас велит заткнуть мальчишку, иначе он отправится вслед за своим отцом. Док наставляет ружье на некогда своего старого друга детства, которого он теперь ненавидит всем сердцем, и наводит палец на курок. Неожиданно, в состоянии шока, всего одним ударом Джеймс сбивает Дога с ног, да так, что тот падает на колени и хватается обеими руками за свое лицо, и сквозь пальцы начинает сильно струиться кровь. После чего Джеймс кидается и на самого Томаса. Но что может сделать мальчишка против взрослого мужчины? Томас с легкостью отталкивает его от себя. «Да что ты можешь, сопляк?» Он делает шаг, но в глазах его темнеет, а резкая боль в животе заставляет выпустить ружье из рук. «Что ты со мной сделал?» Томас смотрит на свои окровавленные руки и медленно опускается на колени. Джеймс, склонившись у своего отца, кричал. И это был совсем не человеческий крик, скорее что-то звериное. Это было рождение чего-то нового, какого-то существа, которое мир до этого самого момента никогда не видел. Его руки были в крови и разодраны, но не из-за того, что он нанес удар Томасу, а из-за того, что сквозь кожу пробились острые и очень длинные костяные шипы. Неожиданно крик Джеймса прерывает его мать Элизабет. Ее слова звучат весьма странно. «Боже мой, сынок, неужели это вновь повторяется? Только не ты». От удивления широко раскрытые глаза Элизабет постепенно становятся более холодными и пустыми. «Убирайся отсюда. Убирайся из этого дома, урод. Ты мне не сын. Ты монстр, чудовище. Я знала, рано или поздно ты покажешь свою сущность». Джеймс в слезах убегает прочь, а за ним вслед бросается Роза. И пока под покровом ночи они искали место, где можно спрятаться, в поместье Хоулитов происходит еще один выстрел. Когда уже наконец на шум сбежались все остальные люди, а также старик Хоулит и полиция, то они наблюдают в комнате такую картину. Тела Томаса Логана и супружескую пару Джона и Элизабет.
Свидетель случившегося был всего лишь один паренек по имени Док. По его версии, все это сделала Роза. Естественно, со слов единственного свидетеля, полиция делает выводы и объявляет ее в розыск.